После нашумевшего покушения на Дональда Трампа, которое произошло в субботу, шансы его победы на выборах в президенты США, которые пройдут в ноябре, превысили 73%. И на самом деле еще после разгромного поражения Байдена на дебатах ни для кого не секрет, что новым президентом США наверняка станет Трамп. К этому уже готовятся политики, управляющие ведущих компаний, как, например, Илон Маск, инвесторы на Уолл-стрит и, конечно же, вся финансовая элита США во главе с директором банка JP Morgan и CEO BlackRock Ларри Финком. Но самое интересное, что на этом фоне активно растет биткоин, который вчера наконец-то пробил уровень 65 тысяч, где он в последний раз торговался месяц назад. И рост усилился после того, как Трамп назначил на пост вице-президента Джей Ди Венса, который является сторонником криптовалюты и холдером биткоина более чем на 100 тысяч долларов. В это же время глава самого большого фонда в мире BlackRock Ларри Финк объясняет, почему биткоин должен быть в наших портфелях и называет его настоящим цифровым золотом, а спрос на биткоин со стороны фондов продолжает подчеркивать приток капитала в ETF, который только в понедельник превысил 300 миллионов долларов. И на данный момент даже все эти потенциальные продажи от MTGOX не могут изменить настроение на рынке, ведь прямо сейчас биткоин находится как никогда близко к тому, чтобы начать активный памп выше 70 тысяч и пробить новый исторический максимум. Для этого есть не только поддержка от фондов, но и от правительства, поскольку с приходом Трампа крипторынок явно изменится навсегда. Да, друзья, все эти события произошли на рынке буквально за несколько последних дней, и сегодня в видео мы разберем все важные новости криптовалюты. Я вам расскажу, что задумали фонды, которые скупают биткоин на сотни миллионов долларов ежедневно, разберем ключевые причины роста, узнаем, продолжит ли биткоин движение до уровня 70 тысяч, еще раз поговорим с вами про эфириум ETF, ведь уже назначили четкую дату запуска, ну и конечно же вы узнаете, как Трамп совместно с BlackRock прямо на наших глазах создают цифровую монополию для контроля биткоина и всего мирового крипторынка. Перед просмотром я попрошу вас поддержать ролик лайком, ведь под прошлым видео с топом вы уже почти набрали 1500, и все монеты из этого топа очень хорошо выросли, но мы уже готовим для вас вторую часть, которая выйдет, когда вы поставите минимум 1000 лайков этому видео. Вам, как всегда, спасибо за поддержку и приятного просмотра. С вами Влад, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на канале Coin22, и сегодня в видео мы разберем новости, которые выходили в начале этой недели, ведь их на самом деле было немало. Хотя если бы вы были подписаны на наш Telegram, вы 100% не пропустили бы ничего важного, потому что самые актуальные новости раньше всех публикуются именно там. Для этого наши редакторы следят за различными источниками 24/7, чтобы вам не приходилось тратить свое время и искать информацию самостоятельно. И это все абсолютно бесплатно, поэтому обязательно подпишитесь, и вы сразу узнаете, какой перспективный альткоин прямо сейчас скупают криптокиты, потому что мы выложили пост на эту тему. Ну а мы давайте обо всем по порядку. Биткоин начал новую неделю с активного роста, и это многие связывают с покушением на Дональда Трампа, которое произошло в субботу. Но если быть точнее, то не самим покушением, а ростом шансов на победу Трампа после него. Ведь последние данные говорят, что теперь Трамп победит выборы в США с вероятностью 73%, хотя до этого было 65%. Таким образом, политическая и экономическая система Америки готовится к приходу Трампа. На днях руководители самых влиятельных компаний Уолл-стрит выступили с осуждением покушения на бывшего президента. В их числе были гендиректор JP Morgan Джейми Даймон, гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон, ну и конечно же глава самой большой инвестиционной компании в мире BlackRock Ларри Финк. Кстати, интересный факт. 20-летний Томас Крукс, который непосредственно стрелял в Трампа, в 2022 году снимался в рекламе BlackRock для CBC Money Watch. Эту рекламу, конечно же, удалили, но само стечение обстоятельств довольно необычное, из-за чего было много конспирологических теорий. Сейчас Трамп продолжает свою президентскую гонку, и стоит признать, что он движется сильным отрывом, что, по мнению аналитиков, окажет положительное влияние на крипту. Трамп уже начал подтягивать своих людей к власти, ведь на днях он назначил вице-президентом прокриптовалютного сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Венса, который активно инвестирует в криптовалюту и является холдером биткоина. Также Гэри Генслера, по всей видимости, отправят на пенсию, ведь у Трампа есть свой человек в СЕК, и это комиссар Хестер Пирс, которую Трамп может назначить главой комиссии по ценным бумагам. А она также всегда выступала за криптовалюту и настаивала на одобрении биткоин ETF. Это и объясняет нам, почему за последнюю неделю биткоин так быстро восстановился. Ведь новое правительство США может полностью изменить правила этой игры в пользу криптовалюты. К изменениям этих правил готовится Ларри Финк, который в недавнем интервью на канале CNBC снова назвал биткоин цифровым золотом и объяснил, почему необходимо иметь
иметь биткоин в своем портфеле. Финк сказал: «Я очень верю в то, что биткоину есть место в портфелях. Я считаю, что он станет одним из классов активов, на которые мы все будем обращать внимание. Я рассматриваю его как цифровое золото, как я уже говорил». На самом деле Ларри Финк напрямую заинтересован в том, чтобы к власти пришел Трамп. Во-первых, это привлечет гораздо больше капитала в ETF. Во-вторых, развяжет Финку руки в запуске ETF уже на другие монеты, как, например, Solana. Ну и в-третьих, Трамп может выполнить заветную мечту Ларри Финка, а именно масштабную токенизацию активов. Токенизированные казначейские облигации США вырастут до 3 миллиардов долларов благодаря предложениям продуктов таких мировых гигантов, как Securitize и BlackRock. По данным крупнейшей в мире консалтинговой компании по управлению, токенизация может стать следующей многотриллионной рыночной возможностью. Согласно отчету от Глобальной ассоциации финансовых рынков и Boston Consulting Group, к 2030 году общая стоимость токенизированных активов вырастет до 16 триллионов долларов. По более консервативным оценкам, аналитики Citigroup прогнозируют, что к 30 году будет выпущено от 4 до 5 триллионов долларов токенизированных цифровых ценных бумаг. Финк считает, что токенизация – это будущее для рынка цифровых бумаг, а также мировых активов, поскольку это упрощает формат инвестирования и позволяет инвестиционным компаниям зарабатывать больше. Да, друзья, эта история пишется прямо на наших глазах, и мы с вами, вероятно, затронем тот момент, когда в ноябре на рынке будут глобальные положительные перемены, ведь BlackRock с поддержкой Трампа может еще больше увеличить свои активы, за что Ларри Финк в долгу точно не останется. Это нереально позитивный фундаментальный катализатор для биткоина, который сейчас активно восстанавливается. И на самом деле о начале роста биткоина я вам говорил в серии роликов, которые выходили на канале, где мы разбирали FUT MTGOX, продажи Германии и прочие факторы, которые многие считали негативными. Но те, кто смотрел наши последние ролики, прекрасно знают, что я не советовал продавать, а настаивал только на покупке биткоина около уровня 55 тысяч. При этом сейчас крипта снова возвращается в новостные заголовки, мы наблюдаем за ростом объемов торгов, резким скачком цен, и это лучшее время, чтобы войти в рынок и с первых дней начать получать профит, как это сейчас делают участники нашей подписки Coin22 Pro. Ведь наши аналитики ежедневно подготавливают сделки для заработка на движении монет. К примеру, перед тем как биткоин пробил ключевой уровень 60 тысяч, все участники Pro получили вот эту аналитику, в которой четко указаны точки входа и take profit, после чего мы зафиксировали от 80% прибыли. И по такому же принципу участники Pro зарабатывали на многих других сделках. Огромным преимуществом подписки Pro является то, что она подходит не только опытным трейдерам, но и новичкам, которые только начинают торговать. Ведь на старте мы предоставляем пошаговое обучение. И это не просто сухая теория со слайдами, а полноценные обучающие видеоматериалы, которые вы будете закреплять на практике своими руками под руководством наших специалистов. И кроме ежедневного трейдинга, у вас есть возможность получать пассивный доход в долгосрочной перспективе, благодаря спотовому портфелю, который мы соберем и сбалансируем индивидуально для вас. Поэтому если вы ждете подходящий момент, чтобы начать зарабатывать на крипте, я вас обрадую, ведь он уже наступил. А чтобы не упустить эту возможность, переходите по ссылке в описании, напишите нам и сегодня получите свою первую прибыльную сделку. Кроме биткоина, отдельного внимания заслуживает эфир, ведь в начале недели озвучили четкую дату запуска ETF, и это 23 июля, то есть вторник на следующей неделе. Да, ранее одобрение ожидалось к 18 июля, но теперь оно снова откладывается. Тем не менее, новая дата является самой вероятной из всех, которые озвучивали ранее. По поводу ETF я всегда слежу за комментариями главного аналитика ETF Bloomberg Эрика Балчунаса. Так вот, по поводу эфира он написал: инсайды Нейта, это глава ETF Store, были верны. Он услышал, что SEC наконец-то связалась с эмитентами, попросив их вернуть окончательные заявки S1 в среду, а затем запросить вступление в силу в понедельник, а 23-го запуск. Конечно, это при условии отсутствия неопределенных проблем в последнюю минуту. На фоне всех новостей и обсуждений, которые связаны с запуском эфириум ETF, цена эфира выросла на 17%, но после запуска самого ETF цена может вырасти еще больше, поскольку фонды начнут накапливать непосредственно эфир, как это сейчас делают с биткоином. Если взять средние показатели, то прогнозируется, что ETF эфира получит приток капитала 30-50% от притоков биткоин ETF, а это около 4-5 миллиардов долларов. Тем не менее, аналитики компании MV Global считают, что эфир получит приток капитала от 5 до 10 миллиардов долларов. Это объясняется тем, что по сравнению с биткоином эфир менее доступен на биржах, что означает более тонкие книги заказов и меньше возможностей для покупки. И поэтому спотовая цена эфира будет еще более чувствительна к спросу на
на покупку со стороны ETF, чем у биткоина, что в принципе логично. В любом случае запуск ETF открывает двери для больших инвесторов. С приходом Трампа еще больше разных компаний начинают изучать криптовалюту и рассматривают ее как потенциальный актив для инвестирования. Но что самое главное, запуск ETF на эфир увеличивает потенциал на одобрение других крипто-ETF, как например на Solana. По словам того же Эрика Балчунаса, первая партия спотовых эфириум ETF откроет путь для большого количества криптовалютных ETF. Он прокомментировал это вот так. Имейте в виду, что после запуска будет приток, а затем, я уверен, добавятся продукты эфириум, затем Solana, а затем это вероятно никогда не закончится. Плотина прорвалась. Многие считают Балчунаса одним из самых надежных аналитиков ETF, как для традиционных, так и для цифровых активов. И вспоминая его прогнозы с ETF на биткоин, они были очень точными. Вчера эфир вырос более чем на 2%, после прогнозов главного инвестиционного директора Bitwise Мэтта Хоугана о том, что ETF могут помочь поднять эфир до нового исторического максимума, выше $5000. Другие прогнозы Ситибанка и трейдера Питера Бранта также совпадают с позицией Хоугана. Глава Bitwise написал: «Я уверен, что к концу года будут достигнуты новые максимумы, и если притоки окажутся сильнее, цена может быть еще выше». Эфириум торгуется около вот этого уровня, с ростом более чем на 2% за последний день, а за последние 48 часов эфир пережил более $45 миллионов ликвидаций, причем лидируют, конечно же, шорт-позиции, которые составили $25 миллионов, а лонг сделки 19 миллионов. Открытый интерес опционов эфириум вырос на 13% за последние 48 часов до $6,6 миллиардов, а открытый интерес – это общая сумма неисполненных контрактов на рынке деривативов. И как раз таки увеличение открытого интереса опционов в сочетании с ростом цен указывает на потенциал для дальнейшего роста рынка. Таким образом, трейдеры опционов могут ожидать более высокой цены эфира и, соответственно, будут на это уже реагировать. Многие трейдеры также ожидают повышения волатильности эфира относительно биткоина. Согласно данным, спред между 30-дневным индексом волатильности эфира и биткоина постоянно составлял в среднем около 10% к концу мая, что гораздо выше 5% в первом квартале, за счет чего лидером роста на следующей неделе может стать именно эфир. Вот поэтому, когда он еще торговался около 3000, я советовал вам добавить его в портфель. Но если вы желаете инвестировать в эфир в долгосрок, то накапливать его можно и сейчас. За последние 24 часа рынок криптовалюты вырос почти на 2%, достигнув отметки в $2,3 триллиона. При этом снижение в начале недели подняло показатель до $2,38 триллиона, который в последний раз наблюдался 20 июня. Биткоин и эфириум тестируют свои 50-дневные скользящие средние после отступления от более важной 200-дневной май. Крупная коррекция и разворот вверх уже прошли в начале этого месяца, поэтому уровни 63 тысячи для биткоина и 3,5 для эфира теперь не являются сильным сопротивлением. По данным CoinShares, инвестиции в криптофонды выросли на $1,4 миллиарда на прошлой неделе, после притоков $441 миллионов на предыдущей неделе. Этот показатель ознаменовал вторую неделю роста и стал пятым по величине недельным притоком за всю историю. Инвестиции в биткоин выросли на $1,3 миллиарда, в эфириум на 72 миллиона, а в Solana на 4 миллиона. Причем в эфириум зафиксирован самый большой приток капитала с марта. И это, конечно же, связано с эфириум ETF. И причин для роста сейчас много. Приток ликвидности в ETF и весь рынок крипты, выпуск дополнительных USDT на сумму $1 миллиард, спотовый биткоин ETF, ведь на прошлой неделе в инструмент инвестировали более $500 миллиона, поддержка Ларри Финка, которую называл биткоин цифровым золотом, спекуляции вокруг эфириум ETF, которые запустят 23 июля, исторические тренды, которые наблюдаются в преддверии важных событий, таких как ETF, потенциальные изменения в Китае, ведь сейчас разлетаются слухи, что Китай снимет запрет крипты уже в этом году, отстрочка налога на криптовалюту в Южной Корее, которая будет действовать до 2028 года, публикация ИПЦ, который оказался ниже ожиданий, покушение на Трампа, которое сейчас активно обсуждают, ведь в конце месяца Трамп выступит на конференции Bitcoin 2024 и еще много всего другого. Честно говоря, у меня уже заканчиваются пальцы на руках, чтобы перечислить все плюсы. И это то, о чем я вам говорил в прошлых роликах. На рынок наконец-то вернулись инвесторы, и каждый день публикуется много положительных новостей. А как показывает практика и мой многолетний опыт работы с криптой, хорошие новости — это фундамент, без которого крипта физически расти не будет. Поэтому, друзья, пока мы находимся на формировании более масштабного бычьего цикла, который ожидается в начале августа
роста и достигнет своего пика под конец года. Сейчас самое время, чтобы сформировать портфель, монеты для которого мы разбирали вот в этом топе, и максимально подготовиться к будущим переменам, которые нас ждут после прихода Трампа. Ведь чем сильнее мы приближаемся к ноябрю, тем больше карт будет раскрывать Трамп. Так что за всеми актуальными новостями мы будем внимательно следить и с самыми важными из них делиться в нашем телеграм-канале. Так что если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и в комментариях напишите, как вы думаете, сможет ли Трамп изменить криптовалюту после выборов в ноябре. Вам огромное спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!